Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем знак, который называется боковой ветер. Давайте приступим. Знак он имеет треугольную форму, так что мы рисуем для начала треугольник. Вот такой у нас будет внутренний и внешний. Можно сделать пошире немножко. Так. Вот эта рамка у нас, внешний треугольник, будет красного цвета. Вот так нарисуем его просто. И внутри будем рисовать такой столбик, на котором будет висеть колпак, или может он называется по-другому, который показывает нам то, что дует ветер. Он рисуется как конус. Делаем вот так полукруг. И ведем вот так его, как бы на сужение. Вот такой. И здесь у него будут полоски такие вот. Черная и еще черная. И вот здесь еще одна черная будет. Заходить прямо на столбик. Так, и можно столбик нарисовать. Давайте сейчас все это обведем и будем закрашивать. Так, вот такая у нас рамка будет сейчас. Отлично. И наш столбик вот с этой штукой. Так, этот знак будет предупреждать вас о том, что впереди может быть сильный боковой ветер. То есть, если у вас машина маленькая, нужно быть осторожным. И поэтому вам рекомендуется снизить скорость. И может быть лучше даже держаться как-то к середине полосы, а не ехать с краю. Так, давайте сейчас закрасим нашу рамку, и наш знак будет готов. Так, еще немного. Да, иногда ветер бывает очень сильным. Даже по радио иногда дают знать, что ураган, например, или еще что-то. Но этот знак обычно стоит там, где обычно бывают какие-то сильные ветра. Например, где-то в горах может стоять, или на возвышенности какой-нибудь. Вот так мы закрасим наш столбик, и знак будет готов. Вот такой у нас знак получился. Всем спасибо, ждите новых знаков дорожного движения. Пока-пока.